Знаешь, сегодня прилетела небоскреб Бурдж-Халифа. Наверное, нам нужно сходить туда посмотреть. Чего это вдруг? Хорошо, давай посмотрим. Это Арабские Эмираты. Персидский залив, да. Да. Так, сейчас. Может, даже как ты уже и здесь, прямо возле него. Что-то напоминающее такое, торчащее вверх. Это 4-й уровень, вот этот вот. А если 4-й уровень, то это на высоте 2 третей примерно. Или на половине, что-то не могу пока точнее определить. Но на тонком плане, на 4-м уровне, это здание, кстати, оно черное, оно больше, естественно, физического раза в 2, а может даже и больше, чем в 2. То есть, если его физическая высота 800 с чем-то метров, то в 2-3 раза, Ну, два с половиной. 1,5-2 километра, 2,5, где-то вот так. Потому что вот на физике смотрю, оно где-то внизу. Физическое оно поменьше гораздо. А на тонком плане оно больше. Как уже сказал, вот где-то такие пропорции. Ну, как и все объекты, правильно? Примерно так у всех. Зависит от энергозаряженности. То есть, если объект энергетически более заряжен, соответственно, и вот его эфирные тела, они больше по размеру, да? Да. Причем заряженность может быть как отрицательная, так и положительная. Но вообще вот этот объект, он черный. И он высокий. Кстати, над ним полумесяц черный. Прямо вот на шпиле, на вершине черный полумесяц. Ну, это вполне, в принципе, ожидаемо. Просто об этом как бы не думаешь об этих вещах, а тут это видно. Вот, и вот этот полумесяц, кстати, он немножко под наклоном, и вот он прям питает, как одно целое. Там прямо энергии текут. Оттуда вниз, вверх, вот так вот все. Долетело до меня такой не совсем приятный голос, типа пришел, Приперся. ну типа да, везде нос суешь со своей, ну и там уже обзывательство. Ну, обзывательство это ты называешь. Ну, я Так, так мягко, а там, ну да, там, ну это их естественное такое, родная речь. да. Ну ладно, я тут ненадолго, не переживайте. Так, что тут? Ну, патрон там есть вверху, да, какая-то демоническая суть. Типа, раз уж пришел, как бы, давай поговорим. Ну да, тут их много, кстати. Это вот выше полумесяца, там, знаешь, как чаша такая вверх. Ну, их много тут. Я сейчас не стал там внимательно считать, но вижу, что не один, не два, побольше. Так, хорошо. А что нам этот, собственно, шпиль-то? Шпиль — это башня. Так, я сейчас отключусь от этого взаимодействия с ними. Посмотрю, что это такое. Ну, от него идет как корневая система черная. Вот прям как корни. Вообще, знаешь, как водрузили такой, как флагшток, как знамя их, что ли, превосходство. И что он, интересно? Какую функцию играет? Там у них на тонком плане, на 4-м уровне, вот под основанием этой башни, там целый комплекс они построили. Там много чего. Там в глубину, вот именно на 4-м уровне, там где-то на километр вниз, ну, какая-то разветвленная сеть всяких каналов, какие-то помещения. Там много чего. Какие-то саркофаги даже, может. Что там такое? Изымают то, что изымают. Немного напоминает, честно говоря, такую, знаешь, когда бурение идет скважин глубинная, сооружают такую конструкцию, ну и там как вышка нефтяная, да, Платформа нефтяная. как платформа, и там сверху еще есть конструкция целая, которая позволяет, собственно, и вести бурение, инженерные всякие конструкции, технологии. Ну, это называется буровая вышка, если грубо.
Так вот, это напоминает что-то вот типа этого. Потому что вниз там идет канал какой-то. Я так понимаю, до чего-то пытаются добраться. Ну, пойдем посмотрим. Это, знаешь, это как прикрытие вообще, вот вся эта их, этот комплекс, ну и вообще вот эта вся их сеть вот там выстроенная. Она же искусственная абсолютно, это техногенная вся система. Это же не что-то естественное, природное, это вот прям техногенное, железобетонное такое. Плюс вот с такими амбициями, с такими деньгами, размахом, рекламой, вот все это про их способы, методы. Так, ну ладно, значит, что здесь сейчас? Давай посмотрим. Там что-то внизу очень большое под щитом каким-то кристаллическим. Но это на глубине там какой-то приличной, до 10 даже, по-моему, километров вниз. Мы с тобой смотрели много раз уже территорию Израиля. Вот там их вот эти попытки, они же постоянно делают что-то на тонком плане, естественно, на 4 уровне. И там глубины большие. 10, 20, 50 километров, там даже до 100 километров доходило вниз. Но здесь у них нету пока вот этой возможности, потому что там внизу что-то очень мощное белое. Может, кристаллический купол какой-то, охранное место, резервуары какие-то. Что это такое? При этом там вот вокруг вот этого их современного урбанизма, урбанистического вот этого центра, они много построили там за последние лет 50, да, примерно. А вокруг там пирамиды вообще белые, вот в песках. Мгм. Ну, ты говорил, что в песках вообще очень много всего сокрыто. Пески как бы Да, и находятся там по этой причине. да, это защитный слой, это дело такое. Но вот сейчас вижу, что вот эти белые пирамиды, они, ну, как на поверхности даже. То есть физически прям Нет, нет, трехуровневые? это 4 уровень. Вот эти темные их объекты, которые, ну как, заземление именно через физику, они как закрепляются, как забивают сваи бетонные, словно говоря. А там есть белые пирамиды. И знаешь, там не одна и не две, и даже и не 5, там как-то многовато. Вот так. Ну вот в том месте, откуда вот наблюдаю. Это на 5 уровне. Потому что они какие-то более разреженные, что ли. Но они какие-то более эфирные, они как более легкие какие-то, что ли. А вот эти их темные конструкции, они тяжелее, да. Они такие, как нефть, такие черные прям. Ну, это 4 мирность, да. А вот эти пирамиды, которые белые, там, знаешь, там какой-то эффект есть. Вот в том месте, где они, собственно, вот это все и стали активно развивать, вот строить вот это все. Ну, мегаполис типа в пустыне, да, на берегу. Наверняка же это тоже не просто так вот. Они там так развернулись. Не на шутку, так сказать. Вообще это какой-то даже вот весь этот комплекс вместе с этой башней Бурдж-Халиф, да, он напоминает вот на этой поверхности такую бетонную решетку, как панцирь такой вот. Но это не сплошной панцирь, полностью залитый, а именно решетчатая структура. Именно над этим местом. Это что-то блокирующее, вся эта система. Но внизу что-то белое. Там какие-то белые конструкции, какие-то, не знаю, прямоугольники или пирамиды, это или кубы, что-то вот такое там. Может, хранилище даже какое-то. Вот они, похоже, вот это все, ну, как всегда, с целью блокирования. Мгм. Блокирования, вскрытия, там, вывозить, потрошить там, и так далее. Что-то типа этого. Вот, потому что там именно белые какие-то сооружения. Ну, причем их там много. Это как комплекс какой-то. Вот белый там внизу. Тоже, по-моему, пирамиды, если не ошибаюсь. Ну, как прямоугольники. Хотя там сложная система. Там какие-то как прямоугольные, большущие такие формы белые стоят на других больших, тоже белых платформах, что-то вот такое. Там вот прям такие вот как ступенчатые конструкции такие белые. Ну, они вот обширные. То есть они вот на физике, они частично блокировали вот этот центр древний. Там древний центр какой-то внизу.
Вот именно потолще песка. Вот они это и сделали. А вот эта башня самая высокая, ну, это как место, которое они заняли вот так вот прям в открытую. Ну, и так везде делается. Вот вбивается колышек, территория метится, фиксируется и так далее. Ну, в общем, это вот из этой оперы. Ну, да, это такая высокая штука, вот эта вот вся их, вот эта конструкция, и вот этот полумесяц черный. Там льются вот прям черные потоки. Они, может, как-то и вверх, и вниз, потому что внизу, как уже говорил, такая корневая система черная. Они вот как-то и в одну, и в другую сторону движутся вот эти потоки. Но там они, да, как ждут, что я Так, это все посмотрю. ну да, смотрим. Пирамиды-то И как бы не просто же так там стоят. да, это арии. Естественно, это арии, это их территории. Арийские. Это все арийские. До Индийского океана, Индия — это все арийские территории. Это расселение расов, ариев повсеместно. Ну и тут такая же история. Просто я смотрю, вот этот комплекс, который там внизу чуть, ну вот на глубине, ну, нескольких километров, что там? Там, в принципе, готовится, активация готовится, да. А Это еще и просьба о помощи, кстати, по-моему. сроки подошли. Да, потому что у них, я смотрю, они частично уже начинают активироваться, но вот то, что они там настроили вот этого урбанизма этого, оно реально мешает. Знаешь, они как экран этим создали. Вот с этой башней в том числе. То есть они через эту башню вообще питают вот эту всю урбанистику именно как такой экран гашения. Ну и плюс они еще и пытаются, по-моему, и добраться там до того, что можно. Ну и вот эта система в том числе. А вот эта башня — это вот как раз такая, знаешь, антенна, через которую идут эти импульсы. А Вот прям. ты знаешь, как у меня вот уже несколько минут, вот как ты смотришь это, моя гортань, она просто, вот знаешь, я не знаю, как они там уже пытаются воздействовать, но я их прям чувствую, прям вообще. Это демонические структуры. Короче, Да-да-да. они там сегодня бесчинствуют. У меня такая же, кстати, немножко история вот на уровне сердечной чакры, такой, знаешь, легкий, как, ну, не холодок, но какой-то вот неприятное такое вот Да, ощущение. то же самое. Но они недовольны, да, что я пришел. Ну, как приперся. Ну, это мат через мат, это все само собой. Я вот периодически отключаю звук, потому что мне надо прокашляться. Я прямо не могу говорить, они блокируют мне вот эту фигню. Мгм. Ну, в общем, что? Ну, давайте как-то, раз уж время пришло, да, я понимаю, что вы тут старались, как могли, но если время пришло, то тут вариантов у вас нету, никаких вообще. Так что там сейчас срывается вот эта вот вся система, она начинает подниматься вверх. Вот эта вся темная, вот эта слизь, эти энергии темные, вот они начинают подниматься, знаешь, как черное покрывало вверх вытягивается. Вот такие потоки. Вот это все, и все вы, у меня нету ни времени, вступайте туда, откуда, собственно, и прибыли. Ну, понятно, что на физике они еще будут тут какое-то время. Это естественно. Пока есть физика и пока есть то, что есть, это и вот и идеология, и государственность, ну и плюс все кармические обязательства истории, сценарии, это все само собой. Но вот остов их влияния, вот он сейчас серьезно, так знаешь, подрублен. Вот прям как дерево под корень срубили, но при этом там еще остаются, несомненно, вот эти все потоки, и людские, и их верования. Они все равно это генерят, но у них что-то произошло сейчас, то есть там как-то стало светлее. Знаешь, там поднимается темно-серый туман как-то выше. Ядовитый, кстати, он такой едкий. Но это их творчество.
Да, это вот выводится прям, ну, знаешь, как торнадо, который вот вырывает с поверхности земли вот машины, дома, крыши. Вот это вот все напоминает немного вот эту историю. Вот туда, в тот их мир. Но при этом их вот эта конструкция, она есть, потому что она заземлена. Пока вот это есть на физике, оно сохраняет конструктив, но этот конструктив сейчас не так насыщен, наполнен энергиями этими. То есть он вот потерял, ну, до 2/3 где-то, до 1/3, до 2/3. Вот процесс начался именно вывода вот этих всех их, нагромождений, построек этих. Но вообще вот их присутствие, да, оно вот и в груди, вот прям, знаешь, хочется откашляться, как-то прям вывести из легких вот дичь какую-то их, вот эту вот гниль, что ли, какую-то. То есть они так, да, они тут время не теряли, кстати. Так что, Ленушка, да, мы потом чуть попозже посмотрим нас с тобой. Пускай сразу забирают, ты чё, посмотрим, но пусть свои подалочки забирают с собой. Ну да, кстати, да, немножко. Давай мы на это акцентируем внимание, все это туда, к вам. Но они же высоковаты, кстати. Они же там ругаются, но они как-то, знаешь, как издалека там ругаются. Уже как-то прям вот не со второго этажа, условно говоря, а там с сотого где-то почти не слышно, что они там. Это портальная система, естественно. Понятное дело, это портальная система, хотя очень много на этих территориях их есть. Но это культура, это вот народ, это и урбанистика вся, это и верование. Это все остается, оно как бы не исчезает волшебным образом. И оно продолжает взаимодействовать, но вот какой-то стержневой их вот этот канал, он вычистился уже где-то, ну, процентов на 30-40, где-то и 70, вот так вот. Но здесь очень много. Вот то, чего они здесь зарядили, вот эту территорию, вот этой именно урбанистикой, это, конечно, трэшевая ситуация. И вот оно, знаешь, как выводится, кстати, вот эти торнадо, там есть такой общий канал вверх, куда это выводится, как вытягивается. И есть много более мелких торнадо на более низких уровнях. И вот они все как-то вверх, и потом это все объединяется в один большой общий поток. И вот это все туда, ну, к ним, туда, к ним, к ним, к ним. Мгм. Ну, а на физике Вот. это будет как? Территория будет терять привлекательность вот для каких-то инвестиций. Не прямо сразу, но будут непонятным образом срываться сделки. Да? Вроде как все хорошо, все круто, но что-то не то, как-то некомфортно, да, становится, какой-то гнильцой попахивает. Ну и как бы... А, Понимаешь, какая история здесь? Пока не добывают нефть, там подпитка, естественно, будет идти. Но там, конечно, это будущего касается, что там далее будет происходить. Но, в принципе, там будет идти какое-то как выветривание. Выветривание вот этого накачанного, искусственного вот этого оазиса, успеха такого материального. Повторюсь, я не совсем понимаю, что там в конкретике, но я как бы не дам себе, естественно, конкретики. Но вот есть ощущение, что там как образуется, что ли, как какая-то вакуумность со временем. Ну, как пустота какая-то, вот ощущение пустоты. Но это лет там 10-20, вот так вот. Это постепенно будет происходить, но как территория такая, как что-то, в общем, здесь не то. Что-то вот такое. Мгм. Ну да. Это будет касаться всех направлений, не только инвестиций, не только финансов, вот и состояния каких-то, и знаешь, как заброшенность какая-то вот в ближайшие десятилетия, она здесь будет все более проявляться. Ну, у них уже, в принципе, началось это, вот включая те наводнения, которые были в 24 году, которые мы смотрели. У нас есть ролик на канале, откуда в Дубай пришла вода. То есть это уже были предвестники от тех событий, которые произошли сегодня, и на физике они будут проявляться с течением времени. Ну да-да-да, Далинка, и это тоже. И тут
И физические явления, какие-то именно природного характера, несомненно, это тоже будет продолжаться. Но здесь именно вот какое-то ощущение, вот знаешь, как выветривание, пустоты какой-то, вот оно как что ли усиливаться будет. Это связано частично и с природными явлениями, но это какой-то общий характер вот этого. Мгм. Я не совсем понимаю причины вот этого, что конкретно. Ну, там, естественно, совокупность многих факторов будет на это все влиять и формировать. Но вот общее ощущение какой-то как пустоты, какого-то оттока, оно будет нарастать. Мгм. Такое необъяснимая потеря привлекательности. Вот не объяснить просто. Это вот что-то на подсознательном уровне будет ощущаться, да? Ну да, да, что-то вот как, ну что-то не то тут. Там как-то вроде как и деньги есть, а вот, ну, может, и с деньгами что-то тоже происходит уже более общего плана в мировой экономике. Может, и М. это тоже окажет влияние. Хотя это, несомненно, окажет влияние. Это на всех окажет влияние. Но и вот, несомненно, и на этот регион. Ну, в общем, вот такое, как песком заносит постепенно. Только здесь не песком заносит, а вот как пустота начинает все больше проявляться, поглощать. Что-то вот типа такого. Это естественный процесс. Это не что-то там хорошее, плохое, это естественно. Это как наступление, скажем, утра. Это не хорошо и не плохо. Это Ну да. естественно. Ну да. Вообще конструкция этого небоскреба интересная вот в плане устройства фундамента. Там применялись сваи длиной 45 метров для устройства этого фундамента и 200 вот таких свай. Я не знаю, как эти сваи будут в размоченном песке себя вести, но мне кажется, что это не будет устойчивой конструкцией, учитывая зыбучесть песков, когда песок намокает. Но ты немножко забегаешь, или немножко сейчас вперед. Не стоит строить такие предположения о том, как это все будет. Но то, что это построено на песке, вот сам факт только одного этого. Ну, как строить замки на песке. Вот есть у вас такие устойчивые выражения, да, что это не та платформа, на которой можно что-то действительно строить, как у вас говорят, на века. Ну да. Ну хорошо. Можно, наверное, на этом и закончить, да, с этой темой. Или ты пойдешь дальше вниз? Да, давай я посмотрю вниз. Что здесь? Здесь идет сейчас, да, вот слетают какие-то сдерживающие покрова какие-то. То есть здесь начинается какое-то постепенное включение вот этого всего комплекса. Повторюсь, он большой, до нескольких десятков километров. Он разбросан. То есть там и пирамиды, и какие-то комплексы такие прямоугольные, и что-то еще. Там вот очень много прямоугольных каких-то штук. Кубообразные, пирамидальные формы. Вот они такие белые. Вот, и там, по-моему, да, сейчас начинается, потому что вот посмотрел вверх, и там что-то вверху как раз чистилось. Было какое-то давление темное, но может это магия вот темных структур, магов темных. Вот это все, вот это же, опять же, это целый комплекс всего того, что они делали и делают. Они же не ушли сейчас полностью. Просто был ликвидирован их несущий канал, вот эта вот башня, блокировано уже, обесточено, скажем так. Но это основной канал. А фон, вот то, что существует на материальном плане, и люди в том числе, это все равно еще будет работать, фонить, это все еще никуда не исчезло. Но вот это вот с более высокого уровня поддержка, прокачка, вот она сейчас практически обесточена. То есть там вот этот канал и вот эта вся башня, она осталась же. Она же на физике-то есть, она же никуда не делась. И на эфирном плане это тоже есть конструкция. Кстати, она знаешь какая? Она такая уже беловатая, кристаллическая какая-то. Она как очистилась, там нету вот этих потоков черных. И опять же, не полностью. Постоянно прилетает как 30%. То ли на 30%, то ли осталось 30%, или на 30 уменьшилось. Но в целом вот эта вся штука, она стала не такой черной, прям ядовитой такой вот с парами этими.
А месяц там есть, он по-прежнему есть, но он тоже как посветлел, что ли. Что-то вот такое. Но месяц этот, знаешь, кстати, вот он выглядит как месяц. Да, это месяц. Это, знаешь, еще немножко напоминает вот параболическая антенна. Вот если ее в разрезе посмотреть, это же как полумесяц. И она тоже ж не ровненько вверх смотрит, там, она как-то под наклоном. То есть это вот какой-то такой объект, ну, это полноценный, это не плоский, это полноценная фигура объемная. Просто она здесь, на физическом уровне, формально, символически выглядит как полумесяц. А вообще это вот такая, ну, именно как чаша наклоненная. Ну, может, там и это есть. Но вообще вот эти символы, это их, да, они такие вот, ну, как рога, там, я не знаю, что-то типа такого. Там тоже много значений у этого символа, и смотря с какого уровня на это смотреть, как он разворачивается, как он прочитывается. Ну вот на 30%. На 30, а почему такая светлая? Но там идут, конечно. Я ощущаю вот эти неприятные запахи, атмосферу на тонком плане, на 4. Она есть, но она не такая едкая уже. Но немножко, кстати, полегче стало на уровне грудной. Да, получше, да. Ну, а тебя там Вот. внизу, наверное, ждут? Да, они ждут. Да, я сейчас спустился. Да, там смотритель, стражи, да. Ну, начинают, да, активироваться. Я так проявился, что ли, вот так вот. И смотрю, там какой-то как разлом, что ли, есть. Как пополам, что ли, вот. Да, там какой-то разлом. Как ущелье какое-то. Ну, это вот там, на 4 уровне. 4,5. Ну, там и до 5 на самом деле, и даже и до 6 есть. Потому что вот те пирамиды, которые увидел вот на поверхности, это 5 уровень. И даже немножко 6, по-моему. А вот там внизу, уже ближе к материальному, там 4 уровень. Ну, там вплоть до и полуфизических материй есть. Ну, как и везде. Вот все, что, Ленка, мы с тобой смотрели по многим уже комплексам, это вот такая же история. Но здесь почему-то вот разлом какой-то. Чуть с разлом. Это разлом прямо вниз идет. Что это за разлом такой? Это я вот сейчас на том уровне, а вот эта башня Бурдж-Халиф, да, она там вверху где-то, прям вверху-вверху. Но она уже такая вот кристаллическая, туманно-белая такая. Так вот, здесь получается какой-то есть разлом, который вот этот комплекс арийский древний, кстати, очень древний. Прям реально очень древний. Ну, не знаю, миллиард лет, 200 миллионов. Вот такой какой-то полмиллиарда, 500 миллионов лет. Вот. Это очень древняя тут вообще какая-то штука такая. Именно комплекс. Комплекс. Вот он почему-то как разломан. Вот они сейчас, как, знаешь, какие-то каналы, ну, как соединяют, ну, грубо говоря, два куска, два фрагмента. Ну, то есть действительно было разломано. Похоже на то. Потому что там глубокая вот эта штука. Я там не вижу даже, куда это ушло. Им нужна помощь. Им нужна помощь в воссоединении вот этих двух разломанных кусков комплекса. Знаешь что, они там рубанули довольно-таки сильно, кстати. Через эту башню и вся эта урбанистика — это комплекс, который, собственно, и позволил им произвести вот этот разлом. Вот что. Какая история. Тут были какие-то кристаллы темные, их, да, вот что они тут тоже проводили. Так это все туда к ним, туда. Кстати, с обратным эффектом все туда. Также зеркально. Вот, это вводится. Там еще выводится что-то тяжелое, кстати. Знаешь что? Какая штука. Представь, серп, вот он прямо вошел в этот слой. Прям так Так это рубанул. они месяцем вот этим и рубанули. Ну вот что-то похоже, вот да, вот такое. Вот они как разрубили. Слушай, там довольно-таки сильно они долбанули. Вот сейчас это поднимается вверх, потому что там внизу из вот этой глубокой-глубокой, ну как расщелины какой-то прям поднимается, там что-то с криком прям поднимается. Такое что-то тяжелое-тяжелое. И вот я даже ощущаю, что там что-то прям тяжелое. Да, там такие породы каменные какие-то сейчас что-то поднимается тут. Там темный крупный кристалл, ну черный прям. Может, даже несколько черных кристаллов, но они имели эффект вот такой косы, серпа какого-то.
Там есть какой-то основной, но вот он тоже вводится, но они тяжелющие, они прям заряжены. И там есть и поменьше. И вот они сейчас выводятся, но, знаешь, они очень туго выводятся. Они прям тяжелые. Вот я прям ощущаю, насколько они там тяжелые-тяжелые. Во-первых, они глубоко вошли, они на несколько десятков километров вошли тут, кстати. До 50 километров. Вот какая расщелина тут. Представь, 50 километров вверх. Так вот это Да. вниз. Вот такая штука на 4 уровне. И вот сейчас это выводится, но скажу только одно, что выводится очень тяжело. Ну, конечно, оно там все проросло. Там такой эффект, оно как все глубже проваливалось. Разъедало, понятно. Как-то вот так еще шло. Но там тоже это все шло туго, но вообще вот эта штука их, ну, это черная магия. Так, все вам туда, всем как бы привет, всем, как у вас говорят, по серьгам, по этим Всем местам. сестрам по серьгам, всем братьям. По этим местам. Вот, выводится, знаешь, что там крошится вот этот кристалл черный большой, он просто крошится. И вот это создает возможность вывести вот эту всю тяжесть. Там мощная штука, вот это они провернули. И сейчас это выводится, и ждут вот на 2 половинах вот этого разрубленного, ну как каньона вот такого огромного. Ждут, когда это все выведется. Там, кстати, потери у них тоже есть. Ну, там от 5 до 10, даже до 15%. Ну, в зависимости там от каких-то слоев. Вот такие у них потери тоже есть, оказывается. И вот это все сейчас начинает выводиться. Да, все, вот уже пошел, смотри, процесс. Ну и вот, кстати, в этот же канал туда, вот где Бурдж-Халиф, туда вверх. Но там будет жестко у них. Это 100%. Можете не сомневаться. Вот всех, кто имел к этому отношение, всех, ну, там тоже как конгломерат какой-то. Все они Естественно, пожмут, так сказать, урожай. Так что? естественно, они, как всегда, превысили оговоренные, дозволенные рамки участия в этом регионе, да? Как и везде, да. Ну, как и везде, их цель — это, в принципе, ядро Терры. Для начала это кристаллическая мантия Терры, это ее каркас, скелет. Но даже до этого уровня добраться там практически на пальцах одной руки можно только посчитать, что там было такое. Кстати, Мгм. Индийский океан, вот та акция тоже безумная у них там была. Это вот тоже М. довольно-таки сильная. Ну как, не пальцы одной руки, но, может, несколько десятков там за весь этот цикл. Они вели, естественно, подготовительные работы очень обширные, многоточечные. Не все у них, конечно, получились, но вот все, что получились, вот они немножко дошли до кристаллической мантии Терры. Но, кстати, вот Южный полюс, там они наиболее жестко шли. Вот там прямо у них было очень мощное вот это вторжение, захват, разрушение. Вот они где-то там до 300-500 лет действовали. И вот глубже всего именно там прошли. Потом расскажешь вкратце, может, в другой раз о том, как тяжело шли бои, там битва вот эта за Южный полюс. Но там не бои, там была одна битва, такая Мгм. решительная. Но и было с нашей стороны тоже немало потерь, надо сказать. И у меня тоже было, кстати, ранение там. Там было очень жестко, да. Но это был 20, по-моему, 20-й год. Конец 20-го и что-то вот типа этого. А до этого года туда ездили, да. И папы римские, и президенты, и кто только туда не ездил. На Антарктиду. Непонятно зачем. Ну вот ездили туда. На дачу. К шефу, да. К шефу на дачу. На поклон, если более точно. Ну, как благословение получали своего рода оттуда. Хотя на физике, я не знаю, как там на физике это было, было ли там какое-то более-менее прямое взаимодействие. Но на тонком плане это точно было. Вот на 4 уровне это 100% было. Ну, не исключено, что и на физике.
Это нужно смотреть. Я не буду сейчас что-либо утверждать, но не исключено. Так, хорошо. В общем, что здесь? Да, ну, в общем, идет этот процесс. И сейчас по мере выведения вот этих осколков, разрушающих этих структур, элементов, там потихоньку идет, знаешь, как заполняется снизу уже не туман, а как энергии белые, даже желтоватые какие-то, бело-желтоватые. Снизу поднимается вот эта энергия восстанавливающая, что ли. Но это же, видимо, от Терры идет. Да, они тут, конечно, сильно ударили. Но там у них уже начался вот процесс, так сказать, возвращения бумеранга. Там, ну, жестко. Там будет вот так же, как они, только уже по отношению ко всем тем, кто имел к этому отношение, и не только в персонах, но и в намного больших пространствах. Но вот идет этот процесс исцеления, восстановления тканей вот тут, на 4 уровне. И вот, собственно, по мере заживления и будет восстанавливаться целостность вот этого комплекса, потому что он будет активирован полноценно только при условии восстановления его целостности. Там большие работы, кстати, предстоят. Ну как, все относительно для людских физических ресурсов. Это абсолютно неподъемные вещи, но для этого уровня это решаемые задачи, но тоже не так быстро, там до нескольких месяцев, до 7 месяцев это будет восстанавливаться. То есть они достигнут своего звучания, того изначального, через 7 месяцев, да? Да, если умеете считать, то вы даже и год можете примерно высчитать. 26 январь. Ну, уже, наверное, февраль. Да, это конец 25-го, 26-й, начало. Так, а что у меня тут? Ну, я тоже тут немножко им помогаю с восстановлением и обновлением. И тут, да, тут и из галактического тоже содружества обширного. То есть надо понимать, когда говорится о галактическом содружестве, то это миллиарды цивилизаций. Понятное дело, что здесь не все будут как-то участвовать в этом, но несколько десятков цивилизаций из самых разных уголков этой галактики, они подключатся для того, чтобы ускорить процесс восстановления вот этого комплекса. Да, прямо звездные каналы тут, материалы какие тоже доставляют. Такие портальные, прям раз. Вот один какой-то большой, смотрю, правее немножко сверху, с 7-го даже уровня. Ну, Звездный флот тоже частично. Опять же, когда мы говорим Звездный флот, надо понимать, что это невероятно огромная структура. Это просто по всем вот меркам земных представлений о флоте. Но это умножать на миллион, на 10 миллионов. Не ошибетесь. Ну да. Интересно, сейчас в ночном небе над Дубаем есть какие-то странности на физике? Ну, иногда пятомерность сверкает, знаешь, здесь у нас. Ну, я могу глянуть на тонком плане. Здесь несколько каналов вот именно над вот этой башней Бурдж-Халифа, да, как бы вокруг 4, по-моему, или 5. В общем, такие портальные, они светлые, знаешь, как в ночном небе такие светлые очаги, такие как пятна. Но это вот на 5-м уровне, 5-й, 6-й, на 4-м. 4-й здесь, ну, не так, чтобы очень. Но на 4-м просто каналы закрытые, защищенные, они не видны. Потому что 4-й уровень — это все равно еще их зона влияния. Они доминируют и будут это делать вплоть до последних секунд завершения полного цикла. Это именно чистка, очищение Терры. Вот до этого момента, как завершится чистка, вот они здесь будут присутствовать по максимуму. Они собирают урожай также. Ну, то есть они никуда не денутся, пока все не завершится. Вот, и вот на этом уровне вот эти каналы, они на 4-м, повторюсь, они есть, их тоже несколько. Это вот понижающие каналы, ну, как переходы уже в 4-ю мерность.
Но они закрыты, и вот они идут из более высоких рядов. На физике вряд ли тут что-то кто-то увидит. На тонком плане тоже не особо кто-то это сможет увидеть, но если только более-менее посвященные. А для всех ничего не меняется, все как было, так и есть. Смотрю, еще какой-то кристалл черный выталкивается. Там какой-то кристалл выталкивается из вот этой вот восстанавливающей вот этой всей процессии, как рубиновый такой, но он большой. Может, это от Терры что-то. Ну, в общем, какой-то такой интересный кристалл. Он прям рубиновый, как октайдер, может, даже такой вот. Или куб. Не знаю, что-то типа такого. Может, это как пирамида какая-то. Почему она вот поднимается? Сейчас вот эта вот штука, совсем не понимаю. Ну, в общем, идут процессы, как уже было сказано, временной интервал примерно такой. Вот, так что, ну, действительно, оказывается, как тут все не просто так, а начиналось как-то так, знаешь, Ну да. вроде как и спокойненько. Ну, было понятно примерно, кто там и что там, но что вот прям вот так. Вот, а эти там, ну там у них, да, у них там уже. Я так, знаешь, туда посмотрел, где их пространство. Вот кто связан был с этим регионом и с тем, что они здесь провернули, там как крошится. Вот эти фрагменты их кристаллов, вот это их детище, которое они погрузили, вот это вот там уже их, ну, разносит, все прям рвет. Учитывая, что там он как разлетелся на очень много фрагментов, так, каждый по серьге.